Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых обращений через Smart Sender в CRM-систему Zoho. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые обращения из Smart Sender в другие системы. Например, в Zoho вы сможете создавать новые лиды, удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Smart Sender по Webhook. Далее необходимо выбрать действие «Получить данные». На этом этапе вам необходимо создать виртуальный аккаунт Smart Sender в системе Apex Drive. В этом окне вы можете дать ему название или просто кликнуть «Сохранить». Когда созданный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите URL для приема данных. Именно на эту ссылку будут приходить новые обращения из Smart Sender. Для того, чтобы продолжить настройку, копируем URL и переходим в личный кабинет Smart Sender. Далее переходим в ваши воронки. Переходим в необходимую воронку и кликаем «Редактировать». Теперь нам необходимо добавить новое действие. Perform Actions. Соединяем это действие в самом конце воронки. Далее добавляем само действие. External Request. Тип запроса выбираем «Пост». В поле Request URL вставляем скопированную ссылку в системе Apex Drive. Теперь переходим на вкладку Body. Кликаем по иконке в виде облачка для того, чтобы передавать все имеющиеся переменные. После этого кликаем «Сохранить». Теперь нам необходимо опубликовать изменения. После этого снова заходим в воронку. Теперь нам необходимо сгенерировать тестовые данные для того, чтобы они отобразились в системе Apex Drive. Поэтому нам необходимо пройти общение с ботом. Для этого кликаем «Превью». Выбираем канал общения с ботом. В данном случае это Facebook. После того, как вы пообщались с ботом, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите данные, которые мы только что сгенерировали. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Smart Sender успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Zoho CRM. Далее необходимо выбрать действие «Создать лид». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Zoho CRM к системе Apex Drive. В этом окне нужно указать логин и пароль личного кабинета Zoho. На этом этапе вам необходимо предоставить разрешение Apex Drive на работу с вашим аккаунтом Zoho. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поля Zoho CRM для создания нового лида. В эти поля вы можете назначать переменные из Smart Sender. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные из выпадающего списка, но и прописывать значения вручную.
Когда все необходимые поля заполнены, опускаемся вниз страницы и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в Zoho CRM в качестве новых лидов при каждом новом обращении из Smart Sender. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Zoho». После успешной отправки переходим в Zoho и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Zoho CRM успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!